Добрый день, дорогие друзья. После достаточно долгого перерыва мы с Никитой Александровичем э, возобновляем нашу практику, которая называется «Встреча взглядов», где мы говорим о биологии болезни, о гистологии, о иммуногистохимии и о лечении тех или иных вариантов опухоли. И мы давно очень задумались сделать отдельный такой вот вебинар по дольковому раку, инвазивному дольковому раку, который нам представляется крайне сложным, крайне непонятным и очень проблемным с точки зрения лечения. Такой очень коварный вариант рака молочной железы. И, честно говоря, мы долго не знали, как к нему подступиться, потому что действительно про него отдельно очень мало чего есть. Он есть в контексте лечения со всеми остальными вариантами рака, и очень сложно выделить его отдельной такой подгруппой. Но тем не менее мы созрели, собрали то, что могли, у нас есть препараты, и в общем мы сегодня хотим об этом поговорить. И сегодня мы начнем по следующему плану. Вначале я расскажу общие такие вещи, то, что я как клиницист знаю про дольковый рак. Никита Александрович будет со мной спорить, будет задавать мне вопросы, если они у него появятся, конечно. И больше, конечно, упор я буду на диагностику, в первую очередь не гистологическую, а общую диагностику и лечение. А потом мы начнем разбирать препараты и уже говорить более глубоко о биологии этого варианта рака молочной железы. Ну что, начинаем? Начинаем. Итак, что мы знаем про инвазивный дольковый рак молочной железы? Современная молекулярная классификация рака молочной железы, которая была сделана в 2011 году, оформлена и по которой мы сегодня продолжаем работать, она имеет 5 молекулярных подтипов, но дольковый рак отдельно там не фигурирует. И он фактически растворился внутри других подтипов. Больше всего, конечно, среди гормонозависимого рака, но немножко он присутствует и среди HER2 позитивного и трижды негативного рака. И вообще суррогатная классификация, суррогатная молекулярная классификация, это, конечно, такой пример величайшего компромисса, когда из огромного количества молекулярных маркеров в конечном счете выбрали 4 иммуногистохимически неплохо воспроизводимые маркеры и получили вот такую классификацию, которая в целом работает, но у которой очень много пробелов, очень много сложностей, очень много сейчас всяких подвариантов внутри, но которые не учитываются в клинических исследованиях. И в общем и целом классификация уже вот в 2025 году лично меня как клинициста абсолютно не удовлетворяет. И еще раз вернусь к тому, что нам нужно для того, чтобы принимать решение о выборе тактики лечения каждой отдельной больной. Да? Это, конечно, сам пациент, это его индивидуальные характеристики, возраст, это наличие сопутствующих патологий, прием тех или иных препаратов, анамнез и так далее, и так далее. С другой стороны, это объем опухолевого бедствия, как мы ее называем, то, что называется или стадией. Если мы говорим для метастатического процесса, то это наличие отсутствия висцерального криза. То есть это такая вот очень размытая история, много болезней, либо мало болезней. При этом это достаточно сложно иногда понять, потому что не все ты хорошо можешь разглядеть, увидеть, и дольковый рак как раз один из этих примеров. Ну и биологический вариант опухоли. А что у нас есть биология рака молочной железы? Мы сегодня называем двумя словами там обычно. Люминальный Б, HER2 негативный. Да, там, или люминальный HER позитивный, или трижды негативный рак. То есть на основании вот этих 4 иммуногистохимических маркеров. Это что? Все, что нам нужно, чтобы понимать биологию рака молочной железы? Да, конечно, нет. И поэтому наши решения, они зачастую достаточно примитивные. Под эти примитивные решения выстроены клинические рекомендации, которые зачастую вот просто не учитывают очевидную биологию болезни. Ну, конечно, есть попытки классификацию улучшить.
И вот одна из этих попыток — это классификация, которую модернизировал Чарльз Перу со товарищи в 2021 году, где уже не там 5 суррогатных подтипов, а уже их получается где-то порядка там 11, нет, 15 подтипов, да, такая вот колечко, там различные уже какие-то молекулярные нарушения, как это все учитывать, уже внесли туда P53. Но вот то, что касается долькового рака, то он оказался сразу в двух местах. То есть где-то вот в районе такого не тяжелого рака, скажем так, и еще в одном месте, которое достаточно даже сложно найти. Но, в общем, есть два места, которые описывают инвазивный дольковый рак. Ну, не знаю, насколько это правильно. Может быть, это и правильно. Но пока, к сожалению, вот даже эту классификацию, где есть там 5 возможных подтипов рака молочной железы, мы в реальной жизни, по большому счету, воспроизвести не можем. Если бы мы ее воспроизводили, может быть, наше лечение было бы более точным. Ну, вот с точки зрения биологии, и об этом, я думаю, будет более подробно говорить Никита Александрович, основной как бы проблемой, почему возникает дольковый рак, является мутация в протеине так называемой клеточной адгезии, то есть чтобы клетки друг с другом сцеплялись. И вот эта мутация в этом протеине, которая называется екадхерин, собственно и приводит к тому, что этот вариант рака молочной железы имеет свои абсолютно непохожие черты на инвазивный неспецифицированный или инвазивный протоковый рак, которым дальше он будет вот фигурировать как IDC, а инвазивный дольковый рак как ILC. И, в общем, это сложная такая получается история. Ну вот еще немножко я залез на поле гистологии о том, что действительно инвазивный дольковый рак, он связан с мутацией екадхерина в первую очередь. И он имеет несколько подтипов. Один из них классический и есть неклассические варианты. При этом он может быть находиться как бы с точки зрения классической вот молекулярной, суррогатной молекулярной классификации, находиться среди обычного люминального рака молочной железы, люминального А и Б, а также может находиться в небольшом проценте даже среди трижды негативного, но особенного трижды негативного рака, о котором мы будем дальше говорить, и даже среди HER2 позитивного рака молочной железы, который, в общем, там небольшой процент, да, в районе там 3-4-5% в среднем. 13 это, конечно, завышенная цифра, но где-то 3-4% редко, но бывает HER2 позитивный инвазивный дольковый рак молочной железы. А теперь, когда мы говорим о классическом и неклассических вариантах гистологических, то классика, она, в общем, это обычный гормонозависимый HER2 негативный рак, и где небольшое количество различных мутаций, но вот уже когда опухоль начинает быть более злой, она меняет и свою морфологию, и уже за этим изменением морфологии на самом деле находятся какие-то молекулярные нарушения. Появляются какие-то генетические нарушения, в том числе в части опухоли появляется, допустим, мутация P53, хотя она бывает редко, но она все-таки бывает, и это не может не вести за собой изменение морфологии. И, конечно, если мы говорим про классический дольковый рак молочной железы, ранние стадии, если мы его возьмем, там первая, вторая стадия, то выживаемость больных безрецидивная, она лучше при классическом подтипе. А если не классические гистологические варианты долькового рака, то выживаемость, она в общем, по крайней мере по тем литературным данным, которые они есть, она уже хуже, и мы имеем более агрессивный паттерн, более агрессивную модель поведения этой опухоли. Какие еще генетические нарушения наиболее часто встречаются при этой форме рака, кроме нарушений, кроме мутации екадхерина, которая бывает в огромном проценте случаев, ну, наверное, при всех случаях, просто мы у части случаев не можем ее выделить вот таким примитивным способом, как бы нам хотелось. В первую очередь это мутация PI3K. И мутация PI3K крайне важна, потому что сегодня мутация PI3K и нарушение сигнального каскада в гене
в этом сигнальном каскаде PI3K, AKT, mTOR, собственно, имеет точку приложения с точки зрения терапии. Но вообще сам этот каскад, вот, Никита Александрович, вот такое есть общее понимание, что, скорее всего, этот каскад отвечает в большей степени не за пролиферацию, не за метастазирование, а, скажем так, за неубиваемость, за выживаемость опухолевых клеток. Может быть, с этим и связано тот факт, что дольковый рак молочной железы растет медленно, но, возможно, неумолимо. И вот эта вот его неубиваемость практически ничем за счет того, что у значительной части больных активирован каскад PI3K или PIK3CA, то это приводит к тому, что имеются поздние рецидивы, с которыми потом сложно бороться, или поздние метастазы, и в конечном счете это заканчивается летально. Но если мы говорим о наличии отсутствия мутации PIK3CA, то пока при локальных стадиях формально нет особой разницы в выживаемости. Хотя это не совсем, наверное, будет подтверждаться другими исследованиями в этой области. А вот наличие коммутации P53 в дольковом раке сразу же приводит к тому, что ранние формы рака текут гораздо хуже. Ну и еще что интересно, и это тоже, возможно, со временем будет иметь приложение с точки зрения терапии, это мутация гена HER2. Мы все привыкли говорить об амплификации HER2, но амплификация это понятная старая история, это нормальный белок, нормальный ген, который кодирует потом нормальный белок, его становится много, он является мишенью, но есть ведь еще мутация, и вот как ни странно, мутация даже при отсутствии амплификации встречается гораздо чаще у пациенток с дольковым раком молочной железы. И уже сегодня, например, при аденокарциноме легкого HER2 мутация является точкой приложения терапии. Будем надеяться, что, может быть, и при дольковом раке это тоже будет так. Ну, основные эпидемиологические какие особенности у этой формы рака? В первую очередь, это в большей степени женщины в постменопаузе. Они постарше, чем женщины, у которых инвазивный неспецифицированный рак. Это и понятно, потому что трижды негативного базального подтипа при этой форме рака меньше, HER2 позитивного меньше. А это те две массовые истории, которые бывают у женщин молодых. Ну и что еще очень важно, что чаще болеет белая популяция. И с чем связано, это не очень понятно. Второй момент, это отмечается рост заболеваемости за последние 2 десятилетия, и мы имеем где-то, ну, наверное, до 15% инвазивного долькового рака среди всех вариантов рака молочной железы, и он на втором месте находится после инвазивного протокового рака. Что очень интересно с точки зрения распределения исходных стадий и как бы корреляции с суррогатным подтипом. Вот в левой части есть такая прекрасная таблица. Да? Мы имеем инвазивный неспецифицированный рак и инвазивный дольковый рак. Мы видим, что первая и вторая стадии приблизительно одинаковая частота инвазивного неспецифицированного и инвазивного долькового рака. Ну, немножко меньше инвазивный дольковый рак. Но уже третья стадия, де-ново третья стадия, существенно чаще бывает при инвазивном дольковом раке. При этом грейд опухоли при инвазивном дольковом раке чаще всего низкий, это 1 или 2. То есть получается определенная дискордантность. С одной стороны, как же так? Опухоль растет очень медленно, но при этом стадии, место распространенные, встречаются гораздо чаще. И еще один момент, да, очень часто это низкий Ки-67, низкая пролиферация, а при этом стадия, она чаще всего, ну не чаще, но значительная доля больных, ну порядка там каждая 5-я женщина, каждая 4-я женщина имеет продвинутую стадию де-ново. То есть вот этот вот такой дисбаланс, он сразу же наводит на определенные такие размышления, которые, в общем, вызывают абсолютно дискомфорт у врачей. С точки зрения как бы самого биологических подтипов мы видим, что инвазивный дольковый рак чаще всего это просто гормонопозитивный HER2 негативный рак, среди который бывает это люминальный А либо люминальный Б, в то время как инвазивный неспецифицированный рак имеет весь спектр
вариантов внутри себя, среди которых гормонозависимый HER2 негативный, люминальный А это только порядка 40%, люминальный Б 25%, хотя вот в нашей популяции, наверное, люминального А поменьше будет. При этом трижды негативный рак это до 10%, а среди долькового рака трижды негативный рак вообще встречается очень редко, но при этом это практически всегда так называемый люминальный андроген позитивный инвазивный дольковый рак. Это не тот инвазивный агрессивный рак по типу базального или Клаудин-Лоу, то, что называется метапластический, который мы видим и которого мы крайне боимся с точки зрения крайней степени агрессии. Что еще надо сказать? Что вроде бы поначалу кажется, что инвазивный дольковый рак, будучи таким вот преобладающим люминальным А-раком, он должен иметь наиболее прекрасный прогноз. И поначалу первые там, 5-6 лет его прогноз мало отличается от инвазивного неспецифицированного рака. Но уже начиная с третьей пятилетки, начиная с 10-го года жизни, все чаще и чаще развивается прогрессирование этой формы рака по сравнению с инвазивным неспецифицированным раком. Поэтому прогноз отдаленный, он хуже именно при дольковом раке по сравнению с инвазивным неспецифицированным раком. Ну и еще, что очень важно, это рассмотреть, а какие же сайты метастазирования и вообще как метастазирует инвазивный дольковый рак в сравнении с инвазивным неспецифицированным раком. И обратим внимание, что при дольковом раке очень часто метастазирование в брюшную полость. Мы его видим, если стандартные обследования проводить, от 5% это желудочно-кишечный тракт, брюшина, забрюшинное пространство, причем которое очень сложно понять, откуда оно происходит. И диагноз ставится зачастую крайне поздно, когда уже пациентке приходится накладывать нефростому по поводу фиброза в забрюшинном пространстве, а выясняется, что это такой тип метастазирования долькового рака. И мы видим, что порядка там, наверное, 25% больных имеет метастазирование в область желудочно-кишечного тракта, в то время как при инвазивном неспецифицированном раке это встречается крайне редко, а также вовлечение яичников, вовлечение кожи, мягких тканей, лептоменингиальный канцероматоз до 16%. Удивительное дело, мы все привыкли видеть, что там HER2 позитивный рак, трижды негативный рак молочной железы обладает наибольшей частотой метастазирования в центральную нервную систему. Это правильно, но инвазивный дольковый рак, он любит метастазировать в виде лептоменингиального канцероматоза, причем зачастую он долго протекает малосимптомно, и только когда уже там накапливается большое количество метастазов и нарушается ликвородинамика, вот в этом случае возникают у пациентки проблемы, которые тоже идут исподволь, которые мало заметны, какие-то малые такие клинические проявления, которые люди связывают со всем чем угодно, кроме как потенциальным проявлением рака молочной железы. Ну и еще, конечно, что нельзя не сказать, что это особый тип метастазирования в печень, который практически не виден на компьютерной томографии с внутривенным контрастом, зато если сделать МРТ с контрастом, то это или в режиме DVI в первую очередь, ты видишь абсолютно катастрофическое поражение печени, в то время как по КТ, 2-3 небольших метастазика, которые, в общем, ты понимаешь, что они как могут навредить-то? Собственно, у тебя еще много времени, у тебя еще ты можешь пробовать играться с гормонотерапией, а выясняется, что ничего ты уже сделать не можешь, потому что печень субтотально инфильтрирована метастазами долькового рака. Поэтому вот если мы суммируем такую историю про клинику, то очень часто это неопределяемые симптомы, плохо определяемая первичная опухоль, об этом я сейчас буду говорить. Опухоль часто первичная, не пальпируемая. Мы нередко видим пациентов, у которых вначале обнаружили какие-то проблемы в брюшной полости, удалили яичники и там обнаруживают метастазы долькового рака, и только потом находят первичную опухоль, которая уже Т4, но Т4, который слегка деформировал молочную железу, и пациентка даже не обращала внимания, даже онкологи зачастую не обращают на это внимания. Иногда бывает более трагическая ситуация, потому что в яичниках ведь обнаруживают морфологию нередко метастазов Крукенберга, то, что называется, то есть метастазы перстневидно-клеточного рака. Соответственно, в первую очередь думают о желудке. Более того, у части этих пациенток, если сделать биопсию желудка, там
будет перстневидно-клеточный рак. Но только он будет иметь природу дольковую. То есть на самом деле у пациентки метастаз долькового рака молочной железы и в желудок, то есть в органы желудочно-кишечного тракта, и в брюшину, и в яичники. Но как бы увидели перстни на гистологии в яичнике, увидели перстни в биопсии желудка, и она, так сказать, будет получать терапию Как и при раке кодироваться желудка. как при раке При раке желудка. Дольковый рак у него вообще при жизни и на аутопсии из-за того, что молочные железы, ну это то, что называется как бы священные места, да, патанатомов, они их не вскрывают, так сказать, и не исследуют. У него вообще истинная ее причина болезни может быть не вскрыта никогда. Даже при секционном исследовании никто не поймет, что это дольковый рак. Она так и пойдет, как перстневидно-клеточный рак желудка с диссеминацией по брюшине и метастазами в яичниках, метастазами Крукенберга. Абсолютно согласен. Мы не раз сталкивались с этой проблемой, и, в общем, она не является простой. Что касается рентгенологических методов обследования. Маммография, к сожалению, обладает низкой чувствительностью при этой болезни. У нас скрининговая маммография – это сегодня, по сути, единственный метод скрининга рака молочной железы раннего. И, обратите внимание, 15% это дольковый рак, который плохо виден на скрининге. При этом ультразвук может улучшить обнаружение маммографически невидимых опухолей, но ультразвук делается ведь не всем, и не все умеют делать ультразвук, и не всегда понятно, что ты увидел на ультразвуке. А магниторезонансная томография на сегодняшний день это лишь ценное дополнение, это не может быть самостоятельным методом скрининга, потому что это очень сложный и дорогой метод, если его попробовать возвести в ранг скрининга. Вот если мы посмотрим рентгенологические особенности. Маммография. Чувствительность 60%, 40% ложно-негативных историй. При этом совпадение по размеру с тем, что потом имеет гистолог, составляет всего 32%. То есть это крайне низкий процент по оценке размеров. УЗИ. Чуть выше чувствительность. Чуть выше чувствительность патологами, но тоже 45% это реально смешно. МРТ гораздо более чувствительно, но при этом большой процент ложно-позитивных историй, особенно когда получается, что мы как бы ставим ложно-позитивный там мультицентричный рост. И это заставляет врачей делать мастектомию. С одной стороны, и, наверное, и правильно заставляет, но с другой стороны, мы выявляем ложно-позитивные, то, что мы думали, что это метастаз, там, мультицентричный рост, а он им не оказывается. А МРТ дает нам такую картину. При этом, конечно, размер часто совпадает с тем, что видит патолог. При этом, если молочная железа плотная, то чувствительность маммографии, для меня это просто вот цифра, она просто убила, составляет всего 11%. То есть практически при плотной железе скрининговая маммография ничего не видит у 9 из 10 пациенток. Дольковый рак увидеть невозможно. Можем ли мы улучшить? Ну, в принципе, вот выясняется, что если делать так называемую маммографию с контрастным усилением, то это почти то же самое, как МРТ. И может быть даже где-то и лучше, чем МРТ. С другой стороны, а как понять? Кому делать маммографию с внутривенным контрастом? То есть это вот всем, что ли? Это такая история, которая, ну, вот сегодня ее реализация, она практически невозможна. Уже когда мы говорим о диагностике, уже, наверное, можно сделать. Но в этой ситуации уже тогда проще сделать магниторезонансную томографию, когда уже диагноз поставлен. То есть, в общем и целом, тоже ситуация в какой-то степени проблематичная. Теперь, когда мы говорим о как бы нам разглядеть метастазы. Да? И у нас что для разглядения метастазов есть? Это компьютерная томография с контрастом, это магниторезонансная томография, если мы берем там брюшную полость и малый таз, это сканирование костей, маркеры. И проблема заключается именно в том, что при дольковом раке из-за того, что клетки не связаны друг с другом, они растут диффузно, не возникает каких-либо узлов. Нет узлового паттерна. И поэтому, к сожалению, компьютерная томография, если мы говорим, допустим, о перитониальной диссеминации, практически никогда ее не видит. Да, если там диссеминация такая же, что она уже привела к асциту, понятное дело, что она ее увидит. А если еще нет асцита, то мы просто считаем, что там ничего нет, все в порядке, все хорошо. А лапароскопию же мы не делаем каждой подряд женщине, у которой диагностирован инвазивный дольковый рак молочной железы. То есть еще одна проблема. И современный ПЭТ-КТ, который мы делаем с обычной
глюкозы, он тоже плохо видит как раз инвазивный дольковый рак, потому что он медленно делится, низкая пролиферация, а мы знаем, что ПЭТ, он зависит от темпа пролиферации опухоли. Не, ну тут еще все-таки локализация имеет значение, потому что рост долькового рака достаточно специфичен, он редко образует узлы. В жировой клетчатке для него характерен так называемый паникулитоподобный рост. То есть, ведь при ПЭТ-КТ не только опухолевые клетки накапливают глюкозу, строма и интраэпителиальные лимфоциты, туморно-фильтрирующие лимфоциты тоже накапливают, вносят свой вклад. Строма за счет пролиферации миофибробластов, ну, тилсы, так сказать, сами по себе, да, но при дольковом раке у нас тилсов практически нет, только 5% опухолей имеют выраженную лимфоидную инфильтрацию стромы. И миофибробластической реакции, когда он инфильтрирует жировую клетчатку, там, сальник или брюшины, тоже нет. Паникулитоподобный рост опухолевых клеток без миофиб, то есть там некому копить. А когда он растет в органах, да, то он просто идет по подслизистому слою, там может идти, условно говоря, от глотки до ануса, так сказать, по всему желудочно-кишечному тракту, но по подслизистому и субсерозному слоям, и, соответственно, так сказать, вот этими цепочками опухолевых клеток, без миофибробластической реакции, без тилсов, поэтому и не происходит накопление глюкозы. То есть тут как бы с характером роста, так сказать, связаны вот эти вот особенности. Потому что мы же всегда очаг видим, ну как бы вот на ПЭТ-КТ как единую массу, да, он же у нас не гетерогенный, потому что там и стромы копят, и тилсы, и опухолевые клетки. А здесь опухолевые клетки среди нормальных дискретно распределены, и, так сказать, такой как бы массы накопления мы не видим. То есть, вероятно, фоновое какое-то накопление возрастает, но оно же не учитывается и просто, ну, вычитается машиной, да, алгоритмом при анализе фоновое накопление, оно и считается фоновым. Вот. И как бы относительно него еще и свечение других очагов как бы уменьшается. То есть это огромная проблема на самом деле. Вот этот тип роста и отсутствие стромальной реакции, выраженной на опухолевые клетки. Ну, на самом деле ситуация, конечно, проблемная, но появились новые трейсеры, Никита Александрович. Вот, например, флюороэстрадиол, и он может увидеть больше. И вот здесь один из примеров, да, вот на нижней части это D и E, это то, что мы видим при обычном ПЭТ-КТ. С глюкозой. С глюкозой, да. То есть мы видим, что поражение костей это тотальное. Тут, собственно, и там видно. Но это видно по КТ. Но поражение брюшины явного не видно. Но то есть только увеличение фонового свечения. Да, только увеличение фонового свечения. А если мы сделаем вот этот ПЭТ-КТ с этим новым трейсером флюороэстрадиолом, то мы видим, какое обширное имеется поражение брюшины и вообще органов брюшной полости. То есть это, конечно... Но потому что гормон-позитивные люминальные раки содержат огромное количество эстрогеновых рецепторов, которые специфически связывают в большом объеме этот трейсер. Его, собственно, для них специально и делали. Ну вот. Собственно, это как один вариант. А вот второй вариант, это другой трейсер. Это галлий фибробласт активированный протеиновый ингибитор, такой вот ФАПИ, который тоже, вот здесь посмотреть, вот картинки, обычный ПЭТ, да, он видит диссеминированную болезнь, но если сделать вот этот ФАПИ ПЭТ-КТ, то, конечно, ситуация выглядит абсолютно другой. Мы видим практически поражение всего организма. То есть обширнейшее опухолевое метастазирование. Ну, пока эти трейсеры еще являются такими в основном экспериментальными, но я надеюсь, что со временем мы будем их использовать именно для диагностики инвазивного долькового рака. Теперь, когда мы говорим о лечении. Вот с лечением тоже все сложно, потому что у нас дольковый рак растворился среди других. И когда мы говорим о хирургическом лечении, то у нас наша цель, если ранний рак, сделать операцию, которая была бы органосохранной. А можно ли делать при дольковом раке органосохранную операцию? Ну, наверное, можно, если ты уверен, что это маленькая опухоль. С другой стороны, очень сложно добиться хирургически чистых краев при этой форме, особенно если опухоль не маленькая, потому что диффузный рост и... Но это мы сейчас говорим про классические Про формы. классические То есть формы. тогда, когда вот классическая форма, где и вправду нет никаких границ, нет фибробластической реакции стромы, поэтому мы, соответственно, не видим его, так сказать, ни пальпаторно, в общем, ни там на маммографии нормально, да, его границы у нас не видны, то вот для классического варианта и вправду края очень сложно как-то определить вот in vivo, что ли, да, без патологоанатомического исследования.
При атипичных формах может быть, конечно, это сделать проще, да, там при альвеолярном росте, допустим, или при солидном росте, солидном варианте долькового рака. Тут с формами его и краями будет все в порядке. Другой вопрос, что это агрессивные варианты долькового рака и насколько, так сказать, там экономная резекция, да, вообще при них применима. Но вот когда мы говорим о сложностях определения краев, мы имеем в виду классический люминальный А, вот этот вот с диффузным ростом, таким, так сказать, с паникулитоподобным увеличением жировой клетчатки молочной железы. Ну, в общем, я для себя вывел такую формулу, что если опухоль действительно маленькая, вот совсем маленькая, а грудь большая, то в этой ситуации, конечно, можно безопасно сделать секторальную резекцию, то есть неполное удаление железа. Если же мы имеем крупную опухоль или маленькую молочную железу, то в этой ситуации я категорически сторонник мастектомии, подкожной, например, мастектомии, с тем, чтобы сделать потом реконструктивно-пластический компонент. И здесь лучше полное удаление ткани железы, потому что есть высокий риск того, что будет хирургически оставлена часть болезни внутри. Кстати, интересная история. Ведь подкожный, вот сам компонент, да, то есть именно подкожный край, его, так сказать, нередко электрокоагулятором отсепаровывают от дермы. И мы можем формально видеть позитивный край. То есть в коагулированном, так сказать, фрагменте у нас там будут какие-то компоненты рака. Но при этом риск рецидивов, так сказать, это существенно не повышает. Потому что четко отсепарованный от дермы, да, он дальше не прорастает практически никогда, пиджетоидное распространение в эпидермис не происходит, долькового рака и так далее. То есть в общем и целом здесь очень важна маркировка краев. Мы видим со стороны фасциального края, да, где в жировую клетчатку, там, межмышечную и так далее, может опухоль спокойно распространяться, позитивный край, или подкожный коагулированный край, где, в общем, они в зоне коагуляции погибли, да, и, так сказать, вот я думаю, что интересно было бы провести вот эти исследования, потому что исходное ощущение, которое складываются, что позитивный подкожный край значительно менее опасен, чем позитивный фасциальный край резекции вот при подкожной мастектомии. Что еще надо отметить? Что неоадъювантная химиотерапия, если мы говорим о местно распространенной форме рака, мы обратим внимание, что порядка там каждая пятая женщина имеет исходно третью стадию заболевания. В общем, имеет слабые под собой основания, потому что химиотерапия работает достаточно слабенько. Низкая пролиферация, мы понимаем, что химиотерапия действует на делящиеся клетки в первую очередь, и результаты с точки зрения там, уменьшений, с точки зрения развития патоморфоза, по большому счету мы не имеем. Но с другой стороны, а что нам остается? Если третья стадия, допустим, молодая женщина, то у нас вариантов нет. Мы пробуем неадъювантный подход и чаще всего получаем, хорошо, если RCB2, а то ведь в основном RCB3, то есть, по сути дела, эффекта от неоадъювантной химиотерапии не было. Еще что важно, да, что вроде поначалу мы зачастую имеем хороший ответ на гормонотерапию, но при этом, к сожалению, у значительной доли больных опухоль через какое-то время становится гормонорезистентной. И это реальная большая проблема. Но вот тут, кстати, были с PI3K, так сказать, да, были интересные исследования, которые показывают, что вот по какой-то причине именно у PI3K активированных пациентов выше частота появления мутаций резистентности в эстрогеновом рецепторе, да, ESR1. Вот. И даже когда таймкорс смотрит, так сказать, то PI3K мутация предшествует мутации гена ESR1. Если ее нет, так сказать, то она в позднем периоде появляется, а если PI3K мутация есть, то ESR1 довольно быстро после нее. Поэтому вот эта повышенная частота активации PI3K каскада, она может быть как раз в дольковом раке приводит к тому, что у них же выше, чем в обычном неспецифицированном раке и эстрогенового рецептора мутации частота. Особенно в метастазах. В метастазах существенно выше, я не знаю, будут ли у вас эти слайды, но там, так сказать, чуть ли не в 2-3 раза выше в метастазах эстрогенового рецептора мутации при дольковом раке, чем при протоковом. И это очень важная история. А с PI3K, так сказать, я вот там не стал вас прерывать и комментировать вот тот график интересный, где речь шла о том, что на выживаемость мутации PI3K при дольковом раке не влияют. Дело все в том, что... как минимум на раннюю выживаемость. На раннюю, в ранние сроки. Дело все в том, что
было довольно интересное исследование. Я вот просто не делал презентацию, может быть, надо было когда-нибудь их поцитировать, но их, в общем, я думаю, несложно найти. Значит, в Сан-Антонио тоже оно цитируется, это исследование, в 23 году, вот в этой известной лекции, значит, которое говорит о том, что если мы посмотрим активацию PI3K каскада в дольковом раке и мутации, ну, классические, там, AKT, PTEN, PI3K, то мы увидим, что активация PI3K каскада происходит значительно чаще, чем мутации компонентов этого каскада. То ли сам по себе екадгерин, его, так сказать, мутация, она приводит к активации PI3K каскада там, через бета-катенин, это непонятно. То ли из-за того, что других коммутаций много, например, HER2 и HER3 вносят свой вклад в активацию PI3K каскада, инсулиноподобный фактор роста, да, который нередко там мутирует, вносит свой вклад в активацию PI3K каскада. Но, в общем, смысл в том, что функционально дольковых раков, у которых PI3K каскад активирован, их в 2 раза больше, чем те, у которых, так сказать, ну вот как бы, ну, выраженно активирован, да, фактически консультативно. У них в 2 раза больше, чем те, у кого мы находим мутации AKT, там PTEN и PI3K. То есть, в общем и целом, для долькового рака это характерная история. Поэтому отсутствие самой по себе мутации PI3K, вправду, не влияет на прогноз. Потому что есть не связанная с этой мутацией выраженная активация этого сигнального каскада, вероятно, так сказать, апстрим, ну, какими-то, так сказать, компонентами, да, мутированными. Вот. И, так сказать, может быть, и с этим связана повышенная частота мутации эстрогеновых рецепторов у метастатических больных. Поэтому вот этот вот вопрос, да, про гормонотерапию, с одной стороны, конечно, мы, когда делаем там 10 лет ингибиторов ароматазы, ждем, что у нас не будет отдаленного прогрессирования, а у долькового рака оно только начинается, так сказать, с третьей пятилетки, да. В общем, здесь огромное количество, из-за того, что его не выделяют в клинических исследованиях, у нас огромное количество, так сказать, фантазий, очень мало доказательной медицины и так далее. В конце концов, мы сейчас подходим Очень к тому рубежу, да, когда нам нужно выделять его отдельно, и с этой точки зрения можно приветствовать то, что создан Европейский консорциум по изучению долькового рака. К сожалению, создан он так недавно, что практически он еще не успел ничего изучить, у них почти нет публикаций. Да, вот если посмотреть их сайт, он, так сказать, практически голый сейчас, и они через адвокатов европейских и пациентские организации как бы пытаются заставить научный и медицинский мир отдельно изучать дольковый рак. Потому что, судя по всему, это и вправду какая-то отдельная сущность, частота ее растет, причем истинную мы не знаем. И, так сказать, вообще об этом важно было сказать. Вот у вас там были слайды, что 10-15%. Но только те 2 клинических исследования крупных по дольковому раку, которые опубликованы, одно там немецкое, одно международное, они говорят о том, что 40% гипердиагностики, вообще-то на минуточку. И центральное референсное изучение только у 60, в одном исследовании 63%, в другом подтвердил дольковый рак. То есть мы истинную частоту не знаем, потому что с точки зрения классических форм, то ли 10, то да, ли идет 15. гипердиагностика, несомненно, из-за того, что мы скlerозный тип неспецифицированного рака принимаем за дольковый, без тестирования, да, дополнительного иммуногистохимического, а с другой стороны, наверняка у нас идет гиподиагностика атипичных форм долькового рака, там альвеолярного, солидного, так сказать, апокринового и так далее, и так далее. То есть мы истинную частоту-то, в общем, не знаем до сих пор. Даже этого мы не знаем, вообще-то, про дольковый рак. А сейчас мы там хотим обсуждать, как мы будем его лечить и как выбрать оптимальную стратегию, в сущности, которую мы плохо себе представляем. Ну, надо же пытаться. Ну, конечно, мы и будем пытаться Давай пытаться. свой вклад вносить в это. Давай пытаться. Вот, а что мы знаем про лечение? Да, вот если мы говорим про адъювантную гормонотерапию, да, тамоксифен против ингибиторов ароматазы. Работает ли тамоксифен при дольковом раке? И на этот вопрос попробовало ответить исследование Big-1. Это исследование, которое уже 25 лет, 27 лет назад, которое началось, и имеет сегодня уже, ну, скажем так, огромные прослеженные результаты. Исследование сравнивало эффективность тамоксифена и ингибитора ароматазы летрозола. И что надо сказать? Что среди люминального рака доля дольковых раков, скажем так, в процентном отношении, она выше, чем среди неспецифицированного рака. Ну, за люминальный тогда приняли вот этот Ки-67 уровень в 14%. Сейчас мы сдвинули, но, грубо говоря, 14% это по первым публикациям по классификации отличия люминального от люминального Б. То есть дольковый рак чаще люминальный а протоковый, ну, где-то пополам. Люминальный люминальный Б. Если же мы посмотрим
эффективность гормонотерапии при люминальном раке в зависимости от гистотипа. И складывается интересная картина, что при протоковом раке что ты назначаешь? Тамоксифен при люминальном что ты назначаешь? Ингибитор ароматазы. Выживаемость там 8-летняя фактически не отличается. И дольковый рак, если назначаешь ингибитор ароматазы, течет, в общем, так же, как и протоковый рак. Но если люминальный дольковый, то тамоксифен гораздо хуже. И мы видим, что, в общем-то, это статистически достоверные данные. У этого, кстати, есть молекулярная основа. Были исследования, которые говорят о том, что есть еще один ген, мутации в котором выше в дольковом раке, чем в протоковом. Это FOXA1, транскрипционный фактор, так сказать, ну вот типа пионер. Да? И он-то как раз расплетает эстроген-зависимые вот эти вот участки в ДНК, эри, эстроген-зависимые, и, так сказать, мутации в нем приводят к тому, что фактически трансляционная программа на альтернативные эри переключается, и, так сказать, ну, ингибирующая роль тамоксифена, она уже перестает работать. Да, поэтому вот здесь молекулярные основы, они приблизительно понятны. Я не знаю, будет ли когда-нибудь у нас в качестве теста мутация FOXA1, как, так сказать, стратифицирующий фактор, что где мутация FOXA1 есть, там или эстрогенового рецептора, да, первого типа, там уже мы точно тамоксифен не назначаем. Потому что, скорее всего, этих пациентов железобетонного ответа не будет. А у ингибиторов ароматазы, так сказать, там какой-то есть, может быть, в удвоенных дозах или как-то для этих пациентов, так сказать, ну, какое-то место в терапии. Вот, в то время, вот будет ли такой тест? Но вообще не исключено, что в будущем, когда, так сказать, ну, омиксные технологии лучше войдут в нашу жизнь, и НГС мы будем применять не только для рака легкого, сейчас там колоректального рака, но и для рака молочной железы люминального, так сказать, мы просто к этому подойдем. Ну, наверное, да. Что я обращу внимание, да, поначалу вы видите, что дольковый рак люминальный с тамоксифеном даже чуть-чуть лучше, а потом идет перекрест и резкое снижение кривой выживаемости. Нет, он с летрозолом сначала лучше, синенький чуть-чуть, повыше, да, чуть-чуть. Красненький-то нет, красненький одинаковый. С тамоксифеном он либо идентично, либо хуже. Ну, в общем, а вот на литрозоле, да, он первые годы лучше, чем протоковый рак. Первые 3, а вот потом хуже. Но если мы посмотрим люминальный Б и использование Тут разница куда выше. летрозола и тамоксифена при дольковом раке, обратите внимание, насколько выраженная разница у больных, у которых пролиферация больше 14%. Тамоксифен гораздо хуже, чем ингибитор ароматазы. Но и при протоковом раке мы тоже видим, что ингибитор ароматазы лучше, чем тамоксифен. И если мы посмотрим на соотношение рисков, то получается, что только по сути протоковый люминальный имеет равную эффективность тамоксифена и ингибиторов ароматазы. А уже и протоковый люминальный Б с меньшей степенью и с огромной степенью люминальный и люминальный Б обладает более высокой эффективностью в адъюванте при назначении ингибиторов ароматазы по сравнению с тамоксифеном. Причем соотношение рисков для люминального Б долькового рака составляет 0,33. То есть назначение тамоксифена в этой ситуации, ну, на мой взгляд, это уже просто категорически. И здесь ведь мы использовали суррогатные молекулярные типы. То есть на основании Ки-67 происходила стратификация. Вот я просто смотрю на дату. 2012 год, да, когда в Сан-Антонио это было доложено. Но я считаю, что это не потеряло своей актуальности, потому что многие до сих пор назначают адъюванты тамоксифен. Нет сомнений. Я сейчас хочу сказать про другое, что ведь в те годы, если мы вспомним, НССН было резко против, решительно против использования Ки-67 при раке молочной железы как стратифицирующего фактора. Вот интересно, эти исследования повлияли, так сказать, на рекомендации. Что сейчас в НССН? Рекомендуют они Ки-67? Конечно. Уже появился, да? С какого года примерно? Это я не помню. Ну, давно уже он существует. А теперь вот, ну, как бы выводы, какие мы можем сделать из этого исследования, которое нам очень наглядно говорит о том, какой вариант адъювантной гормонотерапии приводить. Да? Первое, мы должны смотреть гистотип и должны его называть. Мы не должны просто говорить, что это люминальный или люминальный Б, HER2 негатив. Мы должны сказать дольковый
люминальный А. Только звучит дольковый, значит это красный флаг, не назначаем тамоксифен. Что бы это ни было, люминальный А или люминальный Б. Поэтому это уже, на мой взгляд, абсолютно обязательно, и этого нигде нет ни в каких клинических рекомендациях упоминать именно гистатин. А мне представляется, что это является фундаментальной вещью, потому что мы будем терять пациенток из-за того, что назначили в адъюванте тамоксифен, и они через какое-то время прогрессируют, а могли бы либо не прогрессировать, либо прогрессировать гораздо позже. Что еще вопрос, который стоит по адъюванту? Да? А нужна ли химиотерапия, учитывая низкую чувствительность, вот особенно в адъюванте? В неоадъюванте, да, мы уже об этом сказали, что в неоадъюванте химиотерапия мало чего дает, вроде на первый взгляд. Но вот было такое вот огромное ретроспективное исследование, где там 23 тысячи взяли пациенток с инвазивным дольковым раком там, с 90-го года по 2014 и посмотрели, проводили химиотерапию или не проводили. Ну, при прочих равных условиях, да, и видят, что, в общем-то, если проводили химиотерапию, то выживаемость у этих пациенток, причем достаточно такая долгая выживаемость, она была лучше по сравнению с теми пациентками, которым не проводили А вот эндокринная терапия была каким препаратом? В основном был тамоксифен. Ну вот, может быть, в этом кроется. Вот если с летрозолом сравнить, были бы такие же результаты или нет? Я не могу ответить на этот вопрос, но в целом, еще раз хочу сказать, что не назначение химиотерапии у пациенток, допустим, со второй Б, третьей стадии при дольковом раке, вот пока на сегодняшний день я не могу себе это внутренне позволить, потому что есть вот эти данные, которые говорят, что все-таки химиотерапия в адъюванте может иметь какую-то определенную пользу. Хотя вот недавно вышел метаанализ исследований, выбрали дольковый рак, это вот последний метаанализ, исследований по адъювантной химиотерапии, где роль химиотерапии совсем маленькая. Может быть, то, о чем вот ты как раз говоришь, что со временем, когда поменялась структура гормонотерапии, что, может быть, роль химиотерапии потихонечку начала утрачиваться, и она сегодня... Останется для каких-нибудь атипичных вариантов, а для классических нет, или еще что-то. То есть вот надо будет смотреть дальше. Недостаточно исследований для хороших выводов. Да. А что делать, если ситуация такая, вот, допустим, третья стадия, множественные метастазы в лимфатические узлы? Вот как поступать в такой ситуации? Но ведь ингибиторы CDK4/6 это фактически химиотерапия. Ну, вот да, это почти химиотерапия, но метрономная химиотерапия. Химиотерапия такая таблетированная, аккуратненькая, метрономненькая, да? И что говорит? И что у нас сегодня данные по этому, да? Что, во-первых, конечно, мы при гормонопозитивном раке имеем достаточно высокую частоту позднего метастазирования. И после 10 лет. И вот здесь, вот в этом хвосте, я думаю, что в основном как раз и находится дольковый рак. Вот в этом хвосте там после 5-7 лет, потому что протоковый рак в силу своей биологии, либо он рано прогрессирует, либо уже очень маленькая доля больных прогрессирует там за пределами, допустим, там второй пятилетки. И что мы имеем по ингибиторам CDK4/6? Мы имеем, очень хорошо это прослежено на бемоциклибе в исследовании «Монархия». Чуть хуже это есть в исследовании Натали с препаратом рибоциклиб. Но мы при третьей стадии явно имеем тренд к расхождению, постепенному расхождению кривых. И на сегодняшний день, вот при той же третьей стадии, мы видим, что, в общем-то, цифры у обоих препаратов, они одинаковые. И, возможно, как раз вот дольковый рак и является вот той зоной, которой я бы, наверное, уже сегодня назначил бы в адъюванте ингибиторы CDK4/6. Потому что, с одной стороны, это не совсем уж индолентная опухоль, с другой стороны, это не по 53 мутированная опухоль, где гораздо выше роль химиотерапии и меньше роль ингибиторов CDK4/6, а это такая история, которая, с одной стороны, она может быть и не очень быстрая, но с другой стороны, она неубиваемая, и она достаточно агрессивная, и резистентность гормонотерапии наступает довольно рано. И поэтому, если мы здесь, допустим, при третьей стадии, которая была прооперирована, и мы назначаем ингибитор ароматазы, я бы этим пациенткам добавил бы. А какой срок вот для патологоанатома? Расскажите про ингибитор CDK4/6. Вот ингибитор ароматазы, допустим, он получает 10 лет, а, так сказать, метроном... А бемоциклиб 2 года, а рибоциклиб 3 года.
и рибоциклип в дозе сниженной по сравнению с его зарегистрированной дозой при метастатическом раке. То есть, по крайней мере, мы имеем тренд на расширение кривых и в пользу применения. И как раз это при третьей стадии, а дольковый рак обогащает третью стадию. То есть, возможно, это те же самые больные, и я бы им назначил бы, наверное, уже сегодня ингибиторы CDK4/6. Теперь, когда мы говорим о метастатическом дольковом раке и посмотрим на сравнение комбинации ингибиторов ароматазы с ингибиторами CDK4/6. Но на первый взгляд кривые очень и очень похожи. Но обращу внимание на цифры. Однолетняя выживаемость без прогрессирования. На дольковом раке она составляет 62%. То есть она даже чуть-чуть лучше, чем на инвазивном, неспецифицированном раке, где выживаемость без прогрессирования составляет всего лишь там 58%. То есть мы имеем нумерическое небольшое улучшение. То есть все-таки здесь есть P53 мутанты, которые быстро и рано прогрессируют, а при дольковом раке мы имеем в общем и целом, скажем так, больший процент больных, которые дольше держатся на этой комбинации. Но обратите внимание, общая выживаемость пятилетняя, если в первую линию применялись ингибиторы CDK4/6. Опять мы имеем переворот сознания. Дольковый рак, только 14% пациенток проживают 5 лет. В то время как если рак протоковый, то 38%. То есть в 2 раза больше, более чем в 2 раза больше. То есть дольковый рак, первоначально отвечая чуть лучше на эту комбинацию, в дальнейшем при прогрессировании, при наступлении резистентности, количество опций лекарственных резко уменьшается, и по сути болезнь уже нечем контролировать, и гормонорезистентность, и химиорезистентность природная, которая есть у этой опухоли, она приводит к тому, что процент выживающих пациенток оказывается меньше, чем при протоковом раке, где все-таки роль химиотерапии мне представляется гораздо выше. И вот то, о чем вы говорили, Никита Александрович, значит, ландшафт больных при локальных стадиях и при метастатических стадиях, отличается он или нет при том же дольковом раке? И по всей видимости, да. При дольковом раке мы имеем большую частоту мутации 5-3K при метастатическом процессе. То есть эти больные, казалось бы, в первые годы, не имея ухудшения результатов по сравнению с теми больными, у которых нет коммутации PIK3CA, и формально мы имеем одинаковые кривые безрецидивной выживаемости, но их среди метастатики доля чистого 5-3K аж на 13% выше, чем при локальной форме. Да? Что здорово говорит о том, что, наверное, в большей степени прогрессируют как раз именно эти пациентки, у которых есть эта мутация. А если мы возьмем вообще весь сигнальный каскад, да, то здесь у нас появляется опция применения ингибиторов всего сигнального каскада. Да? Вот сейчас не только ингибиторов 5-3K, но и всего сигнального каскада. Что еще интересно, это по поводу тилсов, о которых вы упомянули, и сказали, что их не более чем там 5%. Действительно, это так и есть. И литература об этом говорит, что их всего-то там в районе 5%, но при этом наличие тилсов ухудшает прогноз у этих больных. То есть это не те тилсы, которые делают опухоль иммунной, это, похоже, те тилсы, которые делают опухоль злее. И они приходят туда совсем не за этим. И это действительно, когда мы видим тилсы, наверное, это тоже стоит упоминать, и чтобы у врача возникала мысль о том, что, наверное, эта опухоль злее по сравнению с теми пациентками, у которых тилсы отсутствуют. Вот такая вот вообще интереснейшая история. Ну и мутация HER2, да? Интересная история, что при дольковом раке кто дает 8, кто дает 10, кто дает аж 12%. Возникает мутации HER2 рецептора. Это совсем не то же самое, что амплификация. Более того, амплификация бывает, по всей видимости, реже, чем мутация. И то есть гиперэкспрессии HER2 нет. Но ингибиторы тирозинкиназы HER2,
как раз, по всей видимости, и могут работать при дольковом раке молочной железы. И мы видим, что, в общем-то, частота объективных ответов у этих больных, она неплохая и достаточно с неплохим контролем. То есть как порядка 8 месяцев, то есть если мы применяем ингибиторы тирозинкиназы. То есть нам нужно в том числе потихонечку налаживать определение HER2 мутации, потому что этим больным, возможно, можно с этим помочь. Ну и уже даже есть исследования, в том числе с трастузумабом, дерукстиканом, при которых назначалось этот препарат у больных раком молочной железы, имеющим мутацию HER2. И при раке молочной железы мы имеем очень неплохой, скажем так, водопад ответов. При этом это не совпадает с HER2 амплификацией, либо совпадает лишь частично. И у пациенток, и у многих есть ответ даже в отсутствии HER2 мутации, HER2 амплификации, что мне представляется очень. Вот меня интересует очень экспрессия, да, потому что вот здесь я вижу, что у кого-то 2 плюса, у кого-то 0. Вот интересно, как они это оценивали. То есть, условно говоря, мы понимаем, что трастузумаб дерукстикан, он обладает каким-то эффектом у HER2-low подтипа. Вот если бы мы HER2-low рак молочной железы, вообще в целом, даже сейчас неважно, дольковый или не дольковый, ну в дольковом чаще, да, допустим, дольковый, HER2-low, разделили бы на с мутацией HER2, активирующей в киназном домене, да, и без мутации. Вот была бы разница по эффективности трастузумаб дерукстикана. То есть все HER2-low, они рандомизированы по этому признаку. Но при этом одни с мутацией, другие нет. Но вот пока только это первые исследования, которые начались вот в этой области, и мы мало чего знаем. Но мне представляется крайне важным определение HER2 мутации именно как раз в дольковом раке, где это бывает чаще, потому что в условиях малого количества опций для лечения хоть что-нибудь могло бы явиться, ну, достаточно серьезной опцией. Теперь мои собственные мысли по химиотерапии. Потому что по химиотерапии отдельно долькового рака при метастатическом сценарии мало чего можно найти. И у нас есть стандартные рекомендации, делайте монотерапию, стандартные режимы и все. Но что я хочу сказать. Первое. При дольковом раке химиотерапия работает. Хотя многие считают, что она плохо работает, я считаю, что она работает. И самое главное, что когда вы видите уже гормонорезистентность к 2 вариантам терапии, не надо дальше упираться с гормонотерапией, надо переходить к химиотерапии. При этом дольковый рак не любит метрономное введение химиопрепаратов. То есть он, скажем так, апокриновый вариант долькового рака тоже. То же самое. Именно метрономные варианты работают лучше. Причем вот если мы возьмем, допустим, поражение костей и костного мозга, здесь мой выбор это еженедельный доксорубицин. Вот так вот работает, и очень многим пациенткам удается здорово помочь вывести из панцитопении. При висцеральном поражении это еженедельный паклитоксел плюс бевацизумаб. Хорошая схема. Но если пациентки ранее получали ингибиторы CDK4/6, то здесь, конечно, лучше всего добавлять карбоплатин, потому что ингибиторы CDK4/6 создают резистентность к использованию монохимиотерапии. Ну и дальше это капецитамин, содержащие опции. Они очень хороши, потому что это по сути тоже вариант метрономной терапии, плюс бевацизумаб или капецитамин плюс индоксан бевацизумаб. И при трижды негативном варианте дольковом, люминальном андроген позитивном, капецитамин, индоксан плюс-минус бевацизумаб это очень хорошая опция, которая имеет зачастую очень длительные ремиссии. Слушайте, а вот у меня, так сказать, такой короткий вопрос, как у патолога. Я что-то нигде фульвистранта не видел, кроме там одного слайда, где он с наратинибом применялся. Он как-то уже ушел из нашей практики. Почему? Это вторая линия, в основном вторая линия гормонотерапии, возможно, с комбинацией с ингибиторами CDK, с ингибиторами АКТ, поэтому он никуда не уходит, он просто является хорошим гормональным партнером у тех больных, в которых есть, допустим, нарушение сигнального каскада АКТ. Потому что если этого нет, то монотерапия фулвестрантом у больных после ингибиторов ароматазы плюс ингибиторы CDK4/6 это 2-3 месяца контроля над болезнью. То есть просто ни о чем. Ну и в общем, какие основные вот мои выводы по инвазивному дольковому раку. Вообще, еще раз хочу сказать, что это отдельная классификационная категория. Я в этом глубоко убежден, что надо ее выводить вот просто в сторону, потому что он совершенно другой.
И со своими стартовыми нарушениями ее нельзя вот мешать, растворять вот во всех этих, скажем так, биологических вот молекулярных подтипах суррогатных, которые сегодня есть. Он, с одной стороны, протекает крайне, может протекать индолентно, но когда появляются какие-то нарушения внутри, то это сразу неблагоприятная история. Неклассические варианты уже в базе являются агрессивными. Мутации PI3K, HER2, они повышают риск прогрессирования, но одновременно могут быть мишенями для терапии. Мутация P53 редко встречается, но это слава богу, да, потому что если она там есть, то это вообще атас. Да? Но при этом, если она есть, конечно, это очень и очень опасная ситуация. Ну и при длительной гормонотерапии мы должны обязательно делать ретестирование при появлении метастазов, потому что в этой ситуации зачастую происходит потеря эстрогеновых и прогестероновых рецепторов, чаще прогестероновых, реже эстрогеновых, и опухоль может превратиться в так называемый трижды негативный вариант. Вот этот люминальный андроген позитивный, где роли гормонотерапии уже не будет вообще. Поэтому ретестирование мне представляется крайне важным. Ну и вот я... А из каких очагов ретестирование? Из тех, которые возможно. Вот то, что возможно, допустим, если есть какие-то висцеральные очаги, есть даже костные очаги, я понимаю, что с ними есть трудности, но тем не менее мы должны стараться ретестировать, чтобы посмотреть, а что, собственно, мы собираемся лечить, и есть ли место для проведения какого-то варианта гормонотерапии. То есть из тех очагов, в которых происходит прогрессирование. Да, в первую очередь, да. Ну и вот я попробовал представить себе такой вот свой взгляд на гормонопозитивный рак молочной железы, и я бы его взял бы вот так вот и разделил пополам. Да? С одной стороны, екадхерин плюс, ну, может быть, это не обязательно екадхерин плюс, но так или иначе, тот вариант рака молочной железы, где нет нарушения вот этой вот ключевого места, которое называется молекула адгезии, екадхерин. С другой стороны, поставил бы дольковый рак или тот вариант рака, который имеет нарушение молекулы адгезии. С одной стороны классическая морфология, с другой стороны не классическая морфология. Это то, что уже сегодня патолог видит, что называется, на стекле. Да? И дальше обозвал бы их, соответственно, и делал бы НГС, смотрел бы в первую очередь каскад PI3K, АКТ, МТОР, и разделил бы его по подвариантам и при раннем раке, и при метастатическом. Особенно при метастатическом это сразу же рождает возможность потенциальную назначения комбинированной гормонотерапии с ингибиторами сигнального каскада PI3K, АКТ, МТОР. Ну и, конечно, делал бы дополнительные тесты. Ну, а те тесты, которые сегодня мне приходят на ум, которые сегодня в большей степени понятны, да, это поиск мутации P53, которая все-таки хоть и редко, но бывает. И, конечно, это HER2 мутация. Я бы добавил FOXA1 и эстрогеновый рецептор первого типа, по крайней мере для low-grade гормональных активных опухолей, потому что здесь все-таки это будет причина гормонрезистентности. И ясно, что мутации предшествуют появлению гормонрезистентности клинической. Поэтому, конечно, хотелось бы знать на старте, есть они или нет. Уже, так сказать, конечно, когда резистентность клинически зафиксирована, неважно, связана с этими мутациями или нет, да, это уже не очень интересная вещь, потому что, как вы уже раньше говорили, не нужно искать вторую, третью линию антигормональной терапии, надо переключаться на химиотерапию. Но на старте знать, так сказать, об этом потенциале, да, быстрого наступления первичной фактически гормон-резистентности, это хорошие данные были. Да, абсолютно согласен. Ну, вот, собственно, все, что я хотел сказать. Вот правой стороны пока касаться не будем, это касается не долькового рака. Тоже у меня есть свой взгляд, там бог бы с ним. Сейчас вот будем как раз говорить именно о инвазивном дольковом раке. Спасибо. Спасибо, отлично.